Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ГИ и ноу-ГИ в рамках реалити-шоу «Львы ТМС». Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это «Львы ТМС», и мы начинаем. В этом выпуске «Львы ТМС» вас ждет поединок за третье место и финал всего турнира. В первой схватке Ярослав Блажко и Сергей Коркач сознанием дела оценивают предстоящий поединок. Мой соперник Сергей Коркач, мой одноклубник. Сергей может воспользоваться любой ошибкой, он меня прекрасно знает, поэтому нужно подходить на 100% концентрированным к этому поединку. Ярик будет меня недооценивать и буду стараться атаковать, работать первым номером. И, наконец, перед завершающей битвой спокойствие Романа Непоты и уверенный настрой Константина Шутко обещают незабываемый финал. Мандража нету, я настроен на схватку, мотивирован, все отлично. Сейчас к финалу я покажу в хорошей форме и заряжен на то, чтобы показать хорошую схватку. «Львы ТМС», украинский прайд. В данном поединке я сразу забрал гард, сел вниз и набросил омоплату. И с омоплаты сделал болевой на кисть. Это моя как одна из коронных техник. То есть вот это был такой секрет. Задумка на раунд в кимоно у меня как таковой нет. Мы выйдем и начнем навязывать свое. Я оцениваю своего соперника по наивысшей шкале, потому что очень тяжело было с ним работать. Двигался, пытался делать свое, но немного допустил ошибку небольшую, которой я воспользовался. Вдалося мені йому забрати позицію, так називаємо закритий гард. Це і стало вирішальним моментом нашого поєдинку. В свою же очередь я не поддавался эмоциям, которые у меня есть. Я стараюсь работать то, что я работаю в зале, использовать те техники, которые постоянно нарабатываю, которые я вижу от других ребят, которые это используют, что-то перенимаю и использую непосредственно в своих схватках.
Да, большое спасибо Владу за классную борьбу. Хорошо поработали. В конце удалось мне, заходил на один прием, и Влад небольшую ошибку допустил. Я увидел ногу, забрал, получилось доработать. Я сменил позицию, я начал работать по-другому. Я взял свой гард, я взял форм-гард и понимал то, что соперник допустит явную ошибку, которую допускают многие ребята. Он отдаст мне руку вперед, когда я буду подкручиваться под него. Это случилось, я словил эту ошибку, забрал эту руку, выиграл схватку. Когда была моя очередь, тоже вытягивал руку. Он уже был очень близко, чтобы уйти, но все равно получилось дожать руку и сделать болевой. Да, у меня хватит сил на поединок в кимоно. Сейчас пару минут вдохну, восстановлюсь, все будет окей. Да, Ярик очень сильный соперник. У него очень много побед, титулов. Ну, будем бороться. Травма немного чувствуется, то есть был день восстановления, уже намного лучше себя чувствую, но в борьбе будет виднее, то есть как поведет себя нога, но я настроен работать и на все 100%. Ну, в данный момент я пока настроен, мандража так такового нету. Дальше посмотрим, как уже будем на ковре. Психологически я готов полностью, но нельзя расслабляться, то есть Сергей может воспользоваться любой ошибкой, он меня прекрасно знает, поэтому нужно подходить на 100% концентрированным к этому поединку. Да, есть план, я знаю, что Ярик будет меня недооценивать, и буду стараться атаковать, работать первым номером. Естественно, я приезжал на проект только ради победы, но это спорт, бывает всякое, то есть получил травму, не мог работать там на все 100%, но я очень доволен, что в финальных схватках борются мои одноклубники, и победитель уедет с нами, то есть домой, поэтому я этому очень рад. Сейчас к финалу я подхожу в хорошей форме и заряжен на то, чтобы показать хорошую схватку. Мандража нету, я настроен на схватку, мотивирован, все отлично. Заряд мотивации, конечно же, он остался, потому что когда ты подходишь уже к концу, все равно хочется выложиться на 100%, и когда ты проходишь вот схватки, когда ты их выигрываешь, когда у тебя все получается, это наоборот тебя заряжает сильнее и мотивирует. Я очень счастлив, что мне удалось дойти до финала. Здесь собрались очень сильные борцы, каждый показал достойную борьбу, каждый сражался до последнего, все были мотивированы, все очень круто. Добрый день, парни, я поздравляю всех. Мы прошли этот путь, путь чемпиона, и сегодня мы узнаем имя победителя проекта «Львы ТМС». И для этого я прошу остаться на ковре Ярослава Блажко и Сергея Коркача в поединке за 3-е место. Армбармен Сергей Коркач против Ярика Блажко, самого титулованного джитсера Украины. Матч за 3-е место. Погнали! Желаю удачи. Время. Начали! Поехали! Напоминаю, The Mission Submission. Это значит, что сейчас два охотника за болевыми и удушающими приемами вышли на охоту. Блажко вновь заправляет Делахиву, беремболит своего оппонента. Классика от Блажко. Вот он снизу берет X-гард, свипует соперника. Что будет делать? Атаковать ногу или будет проходить гард? Кажется, пока атакует ногу, но Коркач спокойно, уверенно защищается. Блажко берет захват на ахилле, но там нет контроля бедра. Трудно сделать из такой позиции ахилл. Блажко прихватывает левую ногу. Возможно, сейчас и у него получится законтролировать бедро. Пока что он не отпускает от себя Сергея Коркача. Коркач пытается свалить, крутится. У Блажко есть захват на ахилл, но не выглядит он слишком опасным. Коркач счищает с себя ноги, Блажко встает, и вот схватка обнуляется. Теперь Блажко сверху, он будет проходить гард Сергея
Блажко раскатывает оппонента. Есть там халфгард. У Блажко есть захват на шее, освобождает свою вторую ногу. Коркач сворачивается в черепаху. А Блажко уже наверху. У него, кажется, есть там анаконда. Неужели будет душить из такой позиции соперника? Не получается задушить. Коркач здесь уверенно, хорошо отзащищался. Но захват это есть, и контроль продолжает сохранять Ярослав Блажко. Есть захват левого плеча. Заблокировано оно у Сергея Коркача. И сейчас Блажко будет пытаться забирать спину. Переходит на ситбелт. Крюков там пока нет. Коркач не дает заправить на себя крюки, но его верхняя часть корпуса уже законтролирована Ярославом Блажко. Вот есть один крюк. Второй крюк пытается подогнать Блажко. Итак, есть контроль спины для Ярослава Блажко. Я не вижу, заправлен ли там правый крюк. Нет, еще крюк не заправлен. Очень плотный ситбелт у Ярослава Блажко, и снять его с себя получается у Сергея Коркача только с помощью судьи. Начали. Итак, схватка начинается с центра, со стойки. Долго борцы в стойке не будут. Конечно же, теперь сам Сергей Коркач пулит гард. Блажко находится сверху и, видимо, будет гард проходить. Заправлена обратная делахива у Сергея Коркача. Пока что он стопорит действия Ярослава Блажко с помощью этой делахивы. Блажко включает скорость, проходит гард. Снова Коркач сворачивается в черепаху. У Блажко есть контроль, пытается заправить испанский галстук. Не получилось этого сделать, Сергей защищался, но вот сейчас Блажко тянет гильотину. Есть захват, но абсолютно спокоен Сергей Коркач. Кажется, от гильотины он тоже от этой уйдет. Вот сейчас не очень хорошая позиция, правая нога законтролирована, есть плотный захват на шее. Сверху Блажко забирает спину, отличная техника, просто великолепен Ярослав Блажко. Скорость, техника, все при нем. Есть ситбелт, будет забирать спину, есть один крюк. Но теперь попадает в такую позицию распятия. Левая рука у него законтролирована ногами Блажко, правая рука законтролирована руками Блажко. Крайне неудобная позиция. Что отсюда делать, я даже не знаю. Особенно против такого мастера, как Блажко. Он накидывает ногу, закрывает треугольник на шею Сергея Коркача. Там есть и рука, есть треугольник, стучит Сергей Коркач. С этого ракурса я так и не понял, от чего постучал Коркач. Это был треугольник или это был болевой на руку. Пишите об этом в комменты. А в этой схватке победу держал Ярослав Блажко. А сейчас, друзья, уже в формате ГИ, схватка за третье место проекта «Львы ТМС». Ярослав Блажко, город Крапивницкий. Сергей Коркач, также город Крапивницкий. Борцы на середину. Пожали руки. Желаю удачи. Время. Начали. Сразу же, без перерыва, мы начинаем схватку в ГИ. Блажко пулит гард. Заправляет свою любимую делахиву. Контролирует ноги Коркача, роняет его, выводит из равновесия. Это Блажко умеет делать прекрасно, мы уже наблюдали не единожды. Прокручивается Сергей Коркач, будет проходить гард. Но не так-то легко пройти гард Ярика Блажко. Вот у него есть делахива. Берембола. Снова беремболит и долохивит своих соперников Ярослав Блажко. В принципе, все, к чему мы привыкли. Коркач выходит наверх, но не сказать, что это хорошая для него позиция. Вот сейчас опасно, может отлететь левая нога у Сергея Коркача. Будет ли продолжать ту атаку Ярослав Блажко? Да, он выходит на ногу, но Сергей Коркач свое колено освобождает. И сам тянет скручивание стопы, посмотрите. Блажко защищается, прокручивается. Да, уходит он с этого приема, но нога осталась в захвате у Сергея Коркача. Что будет с ней делать? Есть некоторое время на раздумье, как же поступить с ногой Ярослава Блажко. Блажко освобождается и переходит в удобную для себя позицию гарда. С закрытого гарда Блажко не работает. Ну правильно, это уже не камильфо для коричневого-то пояса. Сергей Коркач сверху хватает ногу. Что, неужели потянет ахилл? Давайте посмотрим за развитием этой позиции. Блажко пока спокоен, кажется, не верит он в этот ахилл от Сергея Коркача. Нога захвачена, пытается Коркач перекрыть своей правой ногой бедро оппонента, у него это сделать не получается. Ну да, вот так вот поймать на слабо, на ахилл Ярослава Блажко было бы, конечно, слишком круто. Нужно придумать что-то более сложное комбинационно для того, чтобы засабмитить Блажко. И вот сам уже Блажко идет за ахиллом. Есть захват на ахилле, есть контроль бедра, но пока что не плотный.
Сергей Коркач защищает свою конечность, сейчас держит Ярослава за пояс для того, чтобы он не мог оттянуться. А вот скручивание стопы от Блажко неплохо, плотно пошло. Переходит Блажко на рычаг колена. Коркач все эти углы чекает, разворачивает свои ноги так, чтобы их нельзя было отломать. Сам идет на скручивание стопы в очередной раз. Не получается это у него, а Блажко в свою очередь проходит гард. Да, почему бы и нет. Любит, умеет и практикует. Есть сайд-контроль для Ярослава Блажко. Коркач сворачивается в черепаху, Блажко сверху. Сейчас будет забирать спину. Берет захват на отвороте, будет сейчас отрывать от пола своего соперника, заправлять крюки. Есть ситбелт, есть захват на отвороте для Ярослава Блажко. Забрасывает одну ногу. Коркач не дает этого сделать. Сзади атакует Ярослав Блажко. Заправляет крюки. Пока что ни одного крюка нету у Блажко, но есть контроль плечевого пояса соперника. Блажко вцепился в своего оппонента, как диктатор в президентское кресло. Сергей Коркач крутится, надо ему, конечно же, сваливать из этой позиции. Блажко умеет в забор спины, и в атаке со спины он тоже умеет. Но очень плотно контролирует Ярослав сейчас своего соперника. Вновь пытается пробить крюк, не получается у него это в очередной раз сделать. Вот Блажко распускает ситбелт, переходит на захват на руке, сейчас будет переносить ногу, пытаться идти на рычаг. Коркач, конечно же, понимает всю задумку своего соперника, не дает законтролировать локоть. Сейчас идет борьба за левый локоть Сергея Коркача. Очень плотный захват у Блажко, пытается перенести ногу, не дает этого сделать Сергей. Снова пытается забрать спину Ярослав Блажко, есть один крюк, есть ситбелт. Есть рука под шеей, может быть сейчас даже отсюда будет душить Ярослав Блажко, не заправив второй крюк. Пока что идет война за спину, Сергей не дает заправить второй крюк, Ярослав Блажко уже ищет атаки. Черт с ним с крюком, у нас же тут сабмишн онли, блин, надо душить своего соперника. Второй крюк идет под корпус Сергею Коркачу. Кажется, он там. Или нет? Есть захват на отвороте у Ярослава Блажко. С этого ракурса нам плохо видно, но кажется, сейчас уже Блажко собирается атаковать шею своего оппонента. Покажите же поближе. Вот есть какой-то захват. Тянет Ярослав Блажко. Видимо, там есть захват либо на шее, либо на челюсть. Но если бы был на шее, то Коркач бы уже давно постучал. Да, через челюсть душит Блажко. Сергей Коркач стучит. И это фиксирует для нас победу в матче за 3-е место Ярослава Блажко. Поздравляем! А в этой схватке победу одержал и бронзовым призером стал Ярослав Блажко. Так-то вроде бы настроился, все хорошо. Ну, Ярик оказался чуть более подготовленный, больше, у него больше опыта по выступлениям. Без кимоно нету захвата, нету плотности, мне тяжелее работать там. В кимоно есть захваты, есть за что зацепиться, то есть удобней. Ярослава поздравляю с победой, он это заслужил. Легче было работать без кимоно. То есть в кимоно соперник Серега больше защищался, то есть и не давал мне завершить атаку. Поэтому в кимоно, то есть нету за что прихватиться, поэтому быстрее провел атаку, задушил соперника треугольником. Нога, то есть немного побаливала, соперник, то есть не атаковал, спасибо большое. То есть, я надеюсь, что он работал, то есть на 100%, не жалел меня, но я тоже старался отработать, насколько я могу. Это спорт, поэтому кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Я тоже и шел к первому месту, к сожалению, не дошел. Буду довольствоваться 3-м. Надеюсь, на следующий раз займу 1-е место. И также хочу пожелать удачи финалистам, моим одноклубникам Константину Шутко и Романе Непоте. Пусть у них победит сильнейший. Итак, друзья, пришло время главного события нашего шоу «Львы ТМС». Финальный поединок в формате ноги. Константин Шутко, город Крапивницкий. Роман Непота, город Крапивницкий. Финал. Костя Шутко, 19-летний разрушитель в брекетах против Романа Непоты. Осталось только двое. Смотрим, что же будет. По углам. Время. Начали. Даблгард пул. Не понял бы я спортсменов, если бы было что-то иное в финале джитерского турнира. Заправляет Делахиву и беремболит Константин Шутко. Но вот так отдавать ноги Роману Непота, возможно, опрометчивое решение. Да, Непота сразу же идет на ахилл. Очень плотно схватил. Посмотрите, сдача. Это победа для Романа Непота. Господи, вы посмотрите, какой жесткий ахилл. И кажется, травму получает Константин Шутко. Лежит сейчас на ковре. Что там произошло?
чемпионом проекта «Львы ТМС» становится Роман Непота. Друзья, к сожалению, финальной встречи проекта «Львы ТМС» в формате ГИ у нас не будет, так как в схватке ноу-ги Константин Шутко получил небольшую травму голеностопного сустава, и мы тренерским коллективом приняли решение снять его с соревнований. Таким образом, бронзовым призером турнира «Львы ТМС» у нас выявился Ярослав Блажко. Поздравляю, Ром, тебе. И заявленные призы в категории ГИ и в категории ноу-ги. Серебряным призером стал Константин Шутко. Да. Поздравляем тебя. Пояс. И первым путь чемпиона проекта «Львы ТМС» прошел Роман Непота. Ром, поздравляем тебя. Ну, естественно, я ехал на турнир ради первого места, но спорт есть спорт. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. На этот раз не удалось занять первое место. Но я доволен, что все пояса, все призы уезжают в Крапивницкий, поэтому все круто. Я рад. Мои ощущения, они очень смешаны. Могу сказать то, что это все возможно, все случается, тем более в таком формате, как Submission Only. И могу сказать, это определенный день. Вот. В этот день Рома оказался лучше, в этот день ему повезло с таймингом, он поймал эту ногу. Придет другой турнир, придет другое время, другое место, и может все случиться наоборот. Так что я не расстраиваюсь, я восстановлю свою ногу и буду дальше работать. Я рад, что мне удалось сегодня одержать победу. Хочется сказать огромное спасибо своему тренеру за подготовку, организаторам за такой прекрасный турнир, людям, которые стоят за кадром, борцам всем. Ребята, всем вам большое спасибо. Увидимся во втором сезоне. Ну что, проект «Львы ТМС» состоялся. Я всех поздравляю. Было круто. Я думаю, что мы еще встретимся. Не только на таких проектах, на наших оупенах. И я думаю, что у нас появилась крепкая, дружная джитсовская семья. Я всех поздравляю. Всем спасибо. Валентин, главный рефери. Все, всем спасибо. Парни, во-первых, хотел бы сказать спасибо вам, что вы приняли участие в нашем проекте, и хотелось бы услышать вообще как впечатления о самом проекте, о схватках, которые были, о турнире Wall to Wall, который проходил. Хотелось бы услышать от вас, потому что вы у нас, во-первых, тренеры, во-вторых, черные пояса. Привели хороших ребят сюда, тренировали их, были в самом, скажем, пекле событий. Вот хотелось бы послушать, как вообще вам все это зашло. Для меня этот проект стал одним из толчков для саморазвития, потому что я увидел, в каком направлении можно сейчас развивать джиу-джитсу, потому что, занимаясь уже 12 лет джиу-джитсу, ты видишь, насколько оно начинает расплываться в общей идее. А когда мы приняли участие в нашем проекте, я понял, что ребят можно развивать не только по принципу соревнований там, BJJF или других соревнований, а вот идея там 5 на 5 Submission Only — это очень интересная идея, которую можно сейчас
которой можно сейчас мотивировать спортсменов, потому что этот проект сейчас даст очень большой толчок для развития ребят, которые иногда не видят какой-то перспективы в украинском джиу-джитсу, у которых нет возможности выезжать за границу, например. Но этот формат соревнований, этого турнира дает возможность ребятам вдохновиться и, в принципе, выходить на очень достойный уровень. И мне очень понравилось участие в этом проекте. Женя, тебе как? Да, мне много есть что сказать. Во-первых, начну с того, что так же, как и Виктор, приблизительно уже около 10-12 лет в сфере джиу-джитсу нахожусь, в борьбе всю жизнь. Поначалу было, то есть в Украине именно к чему стремиться, какие-то были планки, потом подошли к тому уровню, что все, то есть в Украине уже появился определенный ступор в джиу-джитсу, потому что есть команды, которые развивают мощно джиу-джитсу. Например, наша команда, у нас есть ребята мирового класса уже, которые призеры чемпионатов мира IBJJF, призеры чемпионатов мира IGP. Детская команда, которой мы ездили в Бразилию на чемпионат Южной Америки, там все позанимали первые места. И конкретно вот в Украине в какой-то момент в плане именно выступления на соревновании и так далее, у нас просто, у нашей команды уже начала пропадать мотивация. То есть соревнования особо никак не развивались, не было никакого качественного скачка. Мы едем в Европу, мы едем в Америку, видим, как там это все происходит, приезжаем сюда. И вот этот контраст, то есть он сделал так, что вот мы сконцентрировались, там вот у нас там в Крапивницком есть база, и все, и мы уже смотрим только за рубеж. Потому что, в принципе, Украина для нас стала неинтересна, потому что вот не было таких сильных промоушенов, таких сильных организаций. Мы даже сами вынуждены, например, наша команда не хочет заниматься организацией турниров, потому что это, да, это тяжело, и потому что мы занимаемся совершенно другим, мы готовим качественных спортсменов. И должно быть распределение обязанностей. Но мы вынуждены были начинать там, в организацию турниров вникать и так далее, потому что просто не было, по сути, альтернативы. Когда появилась ТМС-компания, первый турнир Wall to Wall вы провели, мне предложили принять участие, но тогда я не понимал, что это вообще и как, поэтому я не дал спортсменов для первого турнира, то есть хотел посмотреть, но когда я уже увидел, как это все прошло, конечно, я пожалел о том, что я не дал спортсменов тогда. И я не знаю, какой там был бюджет проекта, но я так понимаю, там речь идет за $100 000. То есть это, о чем это говорит? Что люди пришли, которые в джиу-джитсу готовы вкладывать. Это важно, потому что джиу-джитсу, украинская на данный момент, украинская джиу-джитсу, она не готова к тому, чтобы из него забирать. В него нужно только привносить. Да, придет тот момент, когда все и спортсмены, и тренера, организаторы смогут получить финансовую отдачу, но это не сейчас, как и в любом, в принципе, деле, да, когда ты строишь, не бывает такого, что ты пришел, это только в какой-то сказке или в чем-то незаконном, да, когда ты пришел и сразу можешь забрать. Всегда нужно сначала принести, долго-долго трудиться, а потом ты получаешь отдачу. Так и здесь. И вот когда появилась ваша команда, которая готова привносить в джиу-джитсу, которая готова вывести его на качественный уровень, даже в самых мелочах, начиная с того, что вот мы сейчас сидим на матах Зебра, это лучшее в мире, лучший бренд, и посмотрите, как они выглядят, и что на вот этих матах будут проходить, например, чемпионаты, опены, начиная с этого. И когда ребенок будет выходить на эти маты, у него будут совершенно другие ощущения, чем когда он выходит на какой-нибудь китайский там татами, ласточкин хвост или что-то в этом роде, который там никогда не моется, да, там, как правило, арендуется, если проводятся какие-то соревнования и так далее. Ну, не говоря уже про подход с призовыми и все остальное. Поэтому для меня я сразу принял решение, что такую команду стоит поддерживать, потому что это нужно всем нам, то есть это, грубо говоря, для всех нас шкурный интерес, ну, в кавычках, да, что мы сможем в Украине, как Витя уже сказал, да, есть спортсмены топ уровня, которым нужно уже там ездить за рубеж только и так далее, но есть спортсмены, которые на старте находятся, им нужно в Украине качественно, особенно дети и так далее. У нас, например, в команде занимается около 600 человек, большинство это дети. И им нужно, не у всех есть возможность нас вывозить сейчас их за рубеж, поэтому им нужно здесь, в Украине, получать качественные турниры, качественные эмоции, качественный опыт. И мы готовы поддерживать. Что конкретно проект, который пригласили вы по поводу реалити-шоу этого, опять же, я приехал, увидел команду, сколько, около 10 человек, операторов, оборудование, увидел базу, которую вы арендовали, я понимаю, сколько это все стоит, то есть, опять же, возвращаемся к тому, что люди готовы вкладывать.
Мы вкладываем, вот как наша команда, Витя и другие команды, то есть мы вкладываем все, мы вкладываем свое время, здоровье, деньги, все, чтобы развивать джиу-джитсу, и мы хотим сотрудничать с такими людьми, которые делают точно так же, как и мы. Это значит, что у нас общее мышление. И когда я увидел, что здесь происходит, естественно, мы однозначно будем это поддерживать и будем в этом участвовать. К сожалению, я столкнулся, вы мне предложили тогда набрать участников, столкнулся также с тем, что многим ребятам и тренерам звонил, многие отказывались, кто-то не понимал, что это, не готовы были участвовать. Я их могу понять, потому что тоже они еще от МС много кто не слышал. Но я уверен, что когда выйдет этот проект, абсолютно все пожалеют о том, что они не согласились. Точно так, как я пожалел, когда не согласился принять участие в первом Wall to Wall. И я уверен, что через непродолжительное время, то есть ТМС будет лидером в Украине по проведению соревнований, по проведению проектов. По-другому быть не может, потому что когда люди дают такой качественный продукт, им будут все пользоваться однозначно. И это даст вот тот толчок действительно, что думаю, что через несколько лет уже в Украину будут приезжать топовые спортсмены, чтобы побороться на турнирах компании ТМС, потому что это удобно. Здесь намного дешевле, например, чем ехать в Америку куда-нибудь, да, на соревнования, проще с визами и так далее. И когда люди будут видеть, что здесь есть топовые спортсмены, здесь есть качественная организация, качественное судейство, призовые, я уверен, что это потянет и за собой людей со всего мира. Опять же, мы говорим о чем? Переходим к патриотизму, что это развитие, опять же, страны. Потому что это и престиж, это и налоги, и эти люди будут приезжать и привозить сюда деньги и так далее и тому подобное. Не говоря уже о том, что самое главное, что будут все видеть, и дети будут смотреть, и вот эти вот реалити-шоу, которые вы снимаете, то есть на ютубе и так далее, сейчас все дети в интернете, то есть они будут видеть, ух ты, как это круто, я тоже хочу, и будут находить, куда мне пойти на тренировки и так далее. То есть, соответственно, что они будут уходить с улицы и приходить в спорт. Поэтому это огромная цепочка ценностей, которая за вот этим всем стоит. Поэтому спасибо, ребят, за то, что вы нас поддержали и показали должный уровень нашего джиу-джитсу. Спасибо вам. Виктор. Ос. Ос. Жека.